Привет всем, это Антон Котиков, дудукист, саксофонист и мультиинструменталист. Сегодня я вам расскажу, как ухаживать за таким инструментом, как дудук. Прежде всего я вам покажу разные модели дудуков, потому что дудуки могут быть большие, могут быть маленькие. Дудуки могут быть с клапаном и могут быть очень-очень старенькие. И всем дудукам нужен уход. Значит, мы сегодня будем обрабатывать дудуки маслом льняным. Почему льняным? Это масло мне рекомендовал один из мастеров моих дудуков, это Карен Мукелян, и он мне посоветовал именно дудуки обрабатывать льняным маслом. Значит, для чего это нужно? Во-первых, например, мне недавно подарили дудук, которому 20 лет, уже даже больше 20 лет, и на нем никто не играл. И он, видите, превратился в такое очень сухое дерево. Даже можно сравнить с дудуком, за которым я ухаживал. Ему где-то около 5 лет, этому дудуку, и дудуку, которому 20 лет. А дудук, которому где-то порядка 50-60 лет. И я тоже за ним ухаживал, и как вы видите, он выглядит в лучшей форме, чем этот дудук. Но мы сейчас приведем его в порядок, и вы увидите, как на моих глазах он превратится во что-то очень интересное. Итак, начинаем. Значит, берем масло, открываем, смачиваем руки. Таким образом. Смачиваю и беру наш старенький дудук и начинаю втирать это масло в инструмент. Таким образом. Я его втираю, так чтобы масло хорошо впиталось. И даже уже можно увидеть, как дудук превращается в очень... Здесь тоже немножко обязательно тоже надо смазать это место. Видите, как он уже начинает превращаться во что-то очень красивое. Видите? Сейчас он немножко подсохнет, а я пока поухаживаю за его ровесником. Такой старенький дудук у меня есть, мне его подарили. Я на нем очень редко играю, потому что он все-таки был сделан очень давно, и эти дудуки, они применялись для определенных стилей, то есть для них даже специальные камыши нужны. И сейчас таких уже практически не делают, но у меня сохранился. То есть я его храню как раритет. Раритетный дудук, видите, он тоже такой красивый стал. Значит, дальше за этим дудуком мы тоже поухаживаем. Масло надо смазывать примерно, если нет возможности, хотя бы раз в году. Если есть возможность, 2 раза в год, этого в принципе вполне достаточно. Я, конечно, такой человек иногда забывчивый, но я стараюсь все равно хотя бы 1-2 раза в год смазывать, потому что дудук делают его из абрикосового дерева, и, как и любое дерево, нужен уход. И масло как раз позволяет инструменту не только сохраниться, чтобы не потрескаться, но и также после того, как дудук смажешь маслом, он начинает звучать более красиво, более насыщенно, появляются обертона, которые необходимы в игре. Так, перехожу к более современным дудукам. У меня дудук строя соль, самый большой мой дудук. Но есть еще больше, есть строя F, басовые дудуки. Я надеюсь, мне когда-нибудь либо подарят такой дудук, либо я его себе сам куплю. Видите, какие сразу становятся красивыми. Кстати, классический дудук строя Ля, мастера Карена Мукеляна, тоже смазываем. То есть таким движением обязательно втирать, вы втираете это все, втираете, и он превращается во что-то очень красивое. Вообще всегда приятно наблюдать за процессом, когда берешь невзрачный дудук, делаешь его маслом, и он превращается в такой красивый экспонат, шедевр такой. Еще один дудук строит С. Тоже его сейчас так делаем. Я уже чувствую, как дудуки возрадовались и благодарят меня.
потому что они очень любят купаться в масле. Вот. А кто-то протирает раз в месяц дудук. Это на самом деле не возбраняется. Вы можете играть раз в месяц. То есть, если вы, например, очень часто используете дудуки, пользуетесь дудуками, и опять же зависит от климата, в котором вы играете, потому что климат очень влияет сильно на дерево, и поэтому, конечно же, надо учитывать. Потому что когда климат очень сухой, лучше дудук протирать почаще. Но когда климат влажный, тоже нужно протирать, потому что все-таки масло, оно не дает возможности лишней влаги проникать в инструмент. Как бы оно забивает поры, и влага уже тоже не будет. Потому что у меня был момент, когда у меня дудук хранился, вот этот дудук у меня хранился в не очень правильных условиях, и я его достаю, а он весь побелел, потому что было очень сыро. И в итоге вот маслом я его восстановил, все, вот он превратился в нормальный инструментик, хороший такой. Вот. Этот дудук строится он С, до мажор, но он у меня достаточно молодой. Вот, но как бы, как вы видите, дудуки бывают разных цветов. Они бывают вот черные, бывают светлые, такие вот светлые дудуки бывают. Вот, но тут еще важный момент, что как бы дудук он начинает чернеть, когда его как раз обрабатываешь маслом, поэтому пусть вас это не пугает, наоборот, как бы он становится таким более красивым, более атласным. Это я его сейчас смазываю. Вот, ну вот я практически сейчас вот все свои 11 дудуков смазал. Вот. Остался последний, я сохранил его на финал. Сейчас еще раз промасливаю старенький дудук. Еще масло сразу не впитывается, ему нужно время. Вот. И он сейчас стал приобретать такой интересный оттенок. Мы его так немножко еще заполируем. Вот. И вот получится вот такая красота. Видите? Вот. А был очень, вначале не очень красивым. Он был, но сейчас он такой достаточно приятный, имеет уже цвет. Он еще высохнет, будет более изящный. Вот. И масло, оно как раз сейчас впитается. Вот. Вот дудук, например, с клапанами немножко сложнее обрабатывать. Здесь приходится, так сказать, можно, конечно, снять клапаны, там, в принципе, и обработать его, но я не снимаю. Вот, это долго, мучительно, потом обратно ставить. Вот. Я вот так вот пальчиками аккуратненько делаю. Вот, видите, протираю аккуратно пальчиками. Это дудук с клапанами. Клапаны делал Георгий Вартанович Минасов когда-то очень давно. И дудук очень хороший, конечно, он мне нравится. У него очень густой темный тембр. Вот. Вообще, как бы вот дудуки, вот они чем короче, тем звучат выше и ярче, да. То есть, вот, например, вот этот строй ля дудук классический, вот это строй соль, да. Вот видите, они разные по размеру, и как бы строй соль, он как раз дает низкий густой звук, потому что есть, например, дудук строя ре, он достаточно высокий. Вот на таком дудуке записывали саундтрек к армянскому фильму «Майрик». Я специально купил этот дудук, чтобы можно было играть этот саундтрек, потому что мне он очень нравится. И как бы здесь редкие инструменты ре-дудук. Вот, в основном все играют на ля-дудуках, вот таких классических ля-дудуках. Вот, либо это ля-дудук без клапанов, ля, да? Либо вот такой вот с клапанами ля-дудук у меня. Вот один из, наверное, тоже один из самых старых моих дудуков. Вот. И, конечно, это все можно вот таким образом аккуратненько протирать, втирать. Вот маслица вот в эти дудук. Можно посмотреть, как я это делаю. Вот, аккуратненько так. Вот. Ну вот и таким образом у вас получается отреставрированный новенький инструмент, потому что масло также оно сглаживает все царапины, которые есть на инструменте. Вот, масло дает эффект хороший. Вот. Вот. Но после того, как вы обработали маслом инструмент,
конечно, нужно, чтобы он полежал, высох. Не надо сразу играть, пусть масло впитается, и вы тогда сможете приступить к занятиям на следующий день. Я обычно вот вечером делаю маслом, вот, оставляю на ночь, вот, на клозетку кладу, они высыхают, и потом, соответственно, как бы уже можно играть. Вот. Дудук также пропитывается вот этим приятным запахом льняного масла. Вот. Существуют разные варианты, когда можно дудук обрабатывать другими видами масла. Кто-то обрабатывает маслом грецкого ореха. Вот. Но я не пробовал, если честно. Вот мои друзья так делают. Вот. Просто я знаю, что это надо взять грецкий орех, его сначала из скорлупы достать, потом растолчить его, там, потом начать смазывать дудук грецким орехом. Вот. Но как бы я такой немножко все-таки, как сказать, немножко ленивый человек, потому что инструментов много. Если я начну ухаживать за всеми своими инструментами более дотошно, то мне просто не останется времени на то, чтобы на них заниматься. Поэтому я всегда выбираю самые простые и самые удобные способы ухаживания за своими инструментами. Вот. Поэтому вот для дудукистов вот я показываю такой вариант именно с льняным маслом. Обработали вот, аккуратненько все это. Вот, и спокойно положили, инструмент будет высыхать. Видите, сразу какая красота появляется, да, то есть вот как будто лаком покрыл. Вот. Вот. Ну, в принципе, вот как бы минимум год хватает на год. Вот. Ну, лучше хотя бы 2-3 раза в год дудуки обрабатывать маслом. И это придаст им хороший звук. Потому что, например, вот здесь вот у меня на этом дудуке есть трещина. Вот она появилась. Из-за чего она может появиться? Ну, это уже склеенная трещина, но я буду еще сшивать инструмент. И когда инструмент пересыхает, вот даже видите, тут какая-то грязь. Сейчас мы это все уберем, вот, замажем. Вот. То есть инструмент потом сшивают. Вот. То есть как бы если инструмент высыхает, деревянный инструмент, который не обрабатывать маслом, вот, то есть вставишь сюда камыш, и он трескается, да, то есть поэтому как бы, конечно, за деревом нужно ухаживать, обязательно ухаживать, обязательно мазать маслом, вот. И тогда у вас ничего не потрескается, у вас будет хороший звук, более насыщенный, потому что все-таки дерево начинает оживать, когда его обрабатываешь маслом, и дает приятный, более густой тембр, и как бы я это рекомендую всем. Обязательно вот со всех сторон. Вот так вот обрабатываем, еще раз показываю. Вот обязательно здесь внутри, туда отверстие, куда вставляется камыш, то это отверстие тоже нужно немножко пальчиком проработать. Вот. Вот. Видите, какой красавец сразу становится. Здесь пальчиком прорабатываем. Вот здесь также. Вот. То есть как бы дудук всегда вам будет благодарен, если вы будете за ним следить, ухаживать. Он вам будет отплачивать хорошим звуком. Вот. А если у вас будет хороший звук, то людям будет гораздо приятнее вас слушать. Вот. И ходить на ваши концерты. Вот. Либо просто выступать для своих родных, близких. Вот. Те, кто любит просто играть для себя на инструменте. Вот. То есть обязательно вот по несколько раз. То есть вот один раз попробовали, там другой дудук, он чуть подсох, еще немножко его, так чтобы масло максимально впиталось в инструмент, и оно должно впитаться равноценно, как бы полностью по всей длине. Вот, инструмент должен полностью все закрываться. Вот. И самое главное, особенно, наверное, девушкам, которые играют на дудуках, будет тоже это интересно услышать, что после масла ваши руки, кожа ваших рук становится мягкой, бархатной и шелковистой. Вот. Поэтому эта процедура вдвойне полезна не только для ваших дудуков, но и для кожи ваших рук. Особенно мужчины, которые занимаются на турниках или тягают штанги, тут мозоли, да, тут они становятся тверже, и потом эти мозоли очень мешают играть. Вот, когда маслицем прошелся, вот, они сразу смягчаются, и руки становятся гораздо приятнее. Вот. Держать инструмент уже вот обязательно. Вот. Все.
масло уже почти впиталось, и сейчас я буду это все дело просушивать. Вот. Так вот. Даже если вы не играете на инструменте, все равно нужно протирать его маслом, потому что когда инструмент лежит, он еще больше испытывает стресс, потому что деревянному инструменту всегда нужна влага, в отличие от металлических, которые можно, в принципе, не так страшно. Вот, а деревянный все-таки требует вот именно внимания, ухода, так чтобы он не только снаружи, но и изнутри вашим дыханием продувался и делал хороший звук. Вот. С вами был Антон Котиков. Сегодня я рассказывал вам про то, как ухаживать за дудуками, как их восстанавливать после долгого перерыва. Вот видите, вот этот дудук, на нем не играли 20 лет, а на этом дудуке играли позавчера. Но этому дудуку где-то порядка 5-6 лет. Вот, этому больше 20. И видите, масло позволяет их практически поставить на одно место по своей красоте. То есть даже такой винтажный стиль получился, немножко мраморный такой вариант. Вот, но мне нравится. Всем спасибо, до скорых встреч.